Приветствую любителей турбореактивной и газотурбинной тяги. Сегодня у нас высокоинтеллектуальный видос. Будем запускать вот этого монстра второй раз и пытаться вывести его в режим. Прошлый раз чуть не погибли, потому что уж очень он дерзко раскручивается, и такое ощущение идет в разнос. Движок очень сильно перегревался на запуске. Видимо, подается слишком много пускового топлива. Ну и самая большая боль — это, естественно, балансировка. Балансировка вредит моему каналу вот уже на протяжении 3 лет. Конкретно этот экземпляр газотурбинного двигателя имеет просто адские вибрации, к сожалению. И если их не победить, какое-либо практическое применение его просто бессмысленно. А вы меня, ребят, все время спрашиваете, что, куда, зачем, когда и так далее. То есть, куда я буду его ставить, зачем он мне нужен, когда это будет происходить, почему я все время их запускаю и так далее. Да потому что я все-таки никак до сих пор не смог подобрать хороший рабочий экземпляр, который бы нормально работал и можно было бы его куда-то нормально установить. Были турбостартеры, я устанавливал в Бэху. Было 2 варианта использования этого автомобиля: и на реактивной тяге, и на турбовальной тяге. Но движочек, вот он здесь, красавчик, лежит. Он очень маленький, он довольно-таки слабенький. И куда бы то ни было его ставить, не очень. Как бы это все эпично выглядит. Этот движок значительно мощнее и эпичнее. В принципе, прошлые старты это подтвердили. Ух, мое почтение, какой же он термоядерный. Все говорят, когда ты построишь самолет, за это вообще отдельная тема. Но транспортное средство на нем построить можно. Но только с нуля какое-нибудь. Не на базе, ни на бэху поставить или еще на что-то тяжелое. Все-таки тяжелое оно не потянет. Оно не такое уж прям, не 1000 тут лошадей, не 2000, а там каких-нибудь 100 лошадей. Но если сделать что-то легкое, вот тогда это будет просто зверь. Можно будет поливать, разгоняться и делать рекорды скорости свои, локальные тут, местные. А самолет, друзья, это вообще. Вы, конечно, загибаете жестко. Чтобы ставить на самолет какой-либо двигатель, он просто восхитительный должен быть. Просто сверхнадежный, очень мощный, желательно экономичный. Потому что самолет надо делать очень долго, это большие трудозатраты, просто нереальные. И, естественно, приступать к таким трудозатратам я буду только лишь тогда, когда у меня будет наикрутейший двигатель. Когда я буду считать, что мне повезло. Класс. А пока мы будем делать то, что делаем, стартовать этот двигатель и надеяться, что он будет нормально работать. Если он будет работать более-менее нормально, то уже его можно куда-то поставить. А пока тихо, мирно заряжаю аккумуляторы. Они здесь стоят. Вот моя зарядочка. Уже где-то циклов 20, наверное, использования. И они все никак не умрут. В принципе, я считаю, это довольно-таки приличный показатель, потому что я их высаживаю практически в ноли. Вот недавно пытался делать балансировку, и вроде бы даже что-то получилось, и очередной раз высадил аккумы. Высаживаются где-то за 12 запусков. То есть представьте, какая здесь моща. И раз уж я начал заикаться про балансировку, то считаю своим долгом рассказать, как я это делал. Все-таки канал высокоинтеллектуальный, и нужно рассказывать и не скрывать все мои методы. Кстати, на этот метод натолкнул меня один из подписчиков. Сказал: Игорь, а почему ж ты так не делаешь? А я и сам подумал, а ведь и правда. В общем, друзья, суть балансировки в следующем. Надо избавиться от вибраций. Самая главная проблема — это понять, стало лучше или хуже. То есть ранее я как делал? Я раскручивал ротор тем или иным способом, прикладывал пальцы, это самый наш, наверное, чувствительный элемент в нашем организме, и щупал, пробовал, лучше стало или хуже. Так вот сейчас я воспользовался уже электронным устройством в виде сотового телефончика. Вот так он выглядит, а вот выглядит как программа, с помощью которой делал балансировку. Для удобства и для повторяемости показаний сделал площадку. Приклеил вот так телефончик на двойной скотч. Включаем программку. Вот как сие дело выглядит. И соответственно я раскручивал стартером и смотрел на вибрации. Здесь в 3 осях показывается, при каких-либо колебаниях возникают возмущения на графиках. И можно ориентироваться. То есть, делая прогоны,
я могу видеть, лучше стало или хуже. И, соответственно, подбирал грузики, прикручивал на остатки резьбы маленькую гаечку и смотрел. Выявил сначала место, где лучше всего реагирует, где нужно добавить. Ну и после этого выяснил, какой грузик лучше всего добавить в это место. Да, конечно, это не была сверхточная балансировка, но гораздо точнее, чем вручную. Тут хотя бы понятно, лучше стало или хуже. Датчик довольно-таки чувствительный, причем можно было отключать оси, то есть оставлять лишь одну ось. Вот сейчас ось Z осталась. Процедуру эту повторил на двух концах. Здесь просто прям на скотч приклеивал. Без всякой площадки, потому что тут уже есть какая-то площадка. И сделал для одной крыльчатки баланс и для второй. Здесь вот такой грузик 4-граммовый добавил. Ну а с этой стороны выпиливал внутри кока. Кок откручивается, внутри пропиливается, убирается лишнее. И тем самым достигается баланс. Пока что двигатель я еще не запускал. Делать будем все вместе с вами, ребята. Без вас не хочется ничего делать. Хочется все показывать. Да и вообще, а вдруг разлетится движок, а вы этого не увидите. Правильно? Надо все снимать и все показывать. Надеюсь, за это вы поддержите жирным своим классным лайком мой канал. И просмотром поддержите, плиз. Меня постоянно поддавливают не особо большие любители турбореактивной тяги. Конечно, сломить очень трудно столь целеустремленного человека, но тем не менее, ребят, и мне уже начинает казаться, что я иной раз делаю что-то не то. Так что поддерживайте в комментариях, если вы думаете иначе, что все вот это интересно, все это очень надо вам и познавательно, и увлекательно, и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, ребят... Надеюсь я очень сильно на вашу поддержку. Давай пробуем. Итак, ребята, что же это было? Стартанул движок и проверил его на вибрации. Помогла моя балансировка, вибрации уменьшились, наверное, раз в 100, а может еще больше. Когда он работает и выходит на режим, они вообще отсутствуют. Я их чувствую только лишь при сбросе газа, когда уже движок останавливается. Есть некий резонанс, но, по-моему, он небольшой. Но, к сожалению, радоваться рано. Выявился ряд довольно-таки серьезных проблем, так как запускаем его уже не с вот этой маленькой керосиновой бутылочки, а с бочки немножко большего размера, раз в 100, то оказалось, что автомат топливоподачи просто в разнос выносит двигатель, и он куда-то там упирается в защиту и сам останавливается. Пришлось модернизировать движок до вот такого состояния. Итак, небольшой обзорчик по теме. Во-первых, поставил кран, чтобы можно было как раз таки регулировать обороты, ну хотя бы в каких-то пределах. И хотя бы добиться того, чтобы не отсекало двигатель, чтобы он не отрубался. Потому что он настолько в разнос идет, это просто чума. Вы даже себе не представляете. Краник поставил самолетный. Вот так вот он может закрываться. Кран, смотрите какой. Аварийный выпуск шасси. Он рассчитан на 50 атмосфер, а здесь насос, как оказалось, качает до 36 атмосфер. У меня раздавило прошлый манометр. Теперь он показывает вот что. Без всякого давления здесь уже 2 атмосферы. Но это и не удивительно, потому что здесь уже начало идти по второму кругу. Где-то там уперлось и, видите, погнуло внутри. Пришлось заменить манометр на более серьезный, который до 40 атмосфер показывает. И сегодня мы посмотрим, что же он нам покажет. Пришлось сварить очень хитрый трубопровод, который вот так вот весь загнут. И он как раз таки соединяет манометр, кран и автомат
топливоподачи. Но это, друзья, еще не все. Это еще не все проблемы. Основная проблема, как выяснилось, с подачей масла. Видите, какую поставил бочку вместо прошлой канистрочки? Ну, это опять же временный вариант. Хорошо бы алюминиевое что-то с варгани сварить. Но понадобилась гигантская канистра, ибо 5-литровка не справляется. Масло адски пенится и буквально за считанные секунды адски перегревается. Поэтому пришлось поставить теплообменник. Кстати, его я еще не испытывал. Хочется понять, будет ли охлаждаться масло или нет. Но я думаю, будет, потому что теплообменник очень серьезный, с большой площадью. А охлаждаться будет за счет подачи топлива. По одному контуру идет топливо, а по другому контуру идет масло. Они, получается, не контачат друг с другом жидкостями, но через стенки соприкасаются. И по идее, мне очень в это хочется верить, все будет нормально охлаждаться. Потому что даже 15 литров масла, вот которые там, при запусках вот этой всей системы нагреваются градусов до 60 буквально за пару минут. Да каких пару минут, наверное, и того меньше за минуту. На большее я его не запускал, очень страшно. Да, ну что, идем запускать? Идем. Ты мне скажи, растем? Растем? Да, еще из интересного, ребят. Смотрите. Сколько приходится закупать керосина? Хоу! О, щит! О, блин, уже меньше. Короче, нельзя ему показывать. Это просто жесть, что за человек. Ладно, я думаю, хватит, по-любому. Надо заправлять вот в эту бочечку. Это как раз-таки полную заправку я вам показал. Бочка работает отлично. Тут никаких нареканий нет. Но это еще не все проведенные модернизации. Смотрите, какую штуку установил. Опять же, это манометр, он будет показывать давление, именно создаваемое компрессором, то есть накачка воздухом. Но здесь вы должны все узнать этот соединитель, пневматический, стандарт. Можно подключать любые шланги и отбирать давление воздуха. Давление около 3 бар должно быть. Вот, и это еще не все. Провода пришлось усилить на движочек. Тут уже по 2 провода пускаю, потому что один раз у меня здесь отплавилось и отгорело. Стартер теперь просто жесть как греется. Но почему-то аккумуляторы, которые вот как раз таки заряженные стоят, они стали разряжаться, даже такое чувство, что поменьше. Видно, быстро движок раскручивается, меньше в тепло идет, а больше в раскрутку. И вот этот выключатель, который я испытывал на коротыш, по-прежнему работает. Он уже где-то около, наверное, 10-15 запусков выдержал. И быстренько подытожу. Сейчас нам надо проверить, как он выходит в режим, проверить работу крана, проверить давление, какое создается на минимуме и на максимуме. Потом проверить, сколько качает компрессор. Проверить, как охлаждается масло. Вот эта штука не должна от длительной работы сильно нагреваться. То есть до бесконечности. Где-то должна остановиться. Желательно в градусах не более чем на 80. Далее посмотрим давление масла, какое создается. Должно быть около 5 бар. И что еще? И посмотрим, как запускается с огнем, без огня. И так далее. Вроде бы все. Стартуем! Сэр! Вы самое главное не показали. Это что? Ах да, безопасность-то тоже присутствует. Ребятам покажи. В общем, движок ранее просто лежал у нас на стенде. Что небезопасно. Сейчас он примотан кевларовой нитью. Каждая вот эта нить выдерживает 750 килограмм. То есть более 2 тонн держит. Обмотано просто вот так вокруг, на бантик завязано. И все there good. Похоже, что мы опять топим за безопасность. Проверка на безопасность. Сколько я в прошлый раз тонну вырвал? Все. 1000 рублей даю, если вырвешь. 1000? 1000.
что, 100 килограмм давишь, тянешь? 300. Так, ну что ж, давай стартовать. Главное следить за давлением масла. Что-то там отклинило. Да, ну что-то там отклинило, похоже. И начало до 30 очков давить. Хотя до этого мы стартовали, не более 20 очков было. Видно, что-то где-то залипает в этом автомате. И это очень страшно на самом деле. Ну, вы видели, друзья, все давления. При заворачивании вот этого крантика давление в системе топлива поднимается. В этот раз до 30 очков аж. Максималка у него 36. И здесь до 2,5 атмосфер поднималась. То есть колеса спокойно, вот баллоны можно качать через вот этот штуцер на авто. Хоть на КамАЗах, хоть где. Ох, горячая она какая. Фу, ну искры опять полетели с двигателя. Конечно, такая моща. Оборотики, к сожалению, не могу измерить. Потому что как-то вот лазер, он то ли куда-то в бок проникает. Да, вижу. Сейчас продуем. А что это она загорелась-то? Обалдела, что ли? Главное, чтоб внизу там в подвале не загорелось ничего. Давление масла было около 3-4 килограмм. Температура примерно 50 градусов. Даже вот 60. Ну, в принципе, это неплохо. Неплохо, охлаждается. При том, что сейчас даже он на какие-то максималки прорвался. Сам золотник отлип какой-то. Ну, тем не менее. Ну, искр все меньше и меньше. Единственное, что они начинают проявлять себя, когда на более сильный режим движок выходит. Теперь возникла потребность измерить тягу. Надо сделать все же это. Посмотреть, что будет. Ну, сколько было? Больше 40? Да. На второй круг пошло. Офигеть, блин, ему ж нельзя больше 36 бар давать. И вот оно как-то не чувствуется, что идет раскрутка двигателя. Просто пошло давление и все.
Не могу понять, с чем это связано. Что тут, кстати, масло показывает? Ох уж эти эксперименты страшные. Масло 50-60 градусов. Ну, нормально. Температура масла не растет, даже с учетом увеличенной мощности. Успевает топливо охлаждать. Топливо, правда, получается, нагревается очень сильно перед форсунками. Кстати, не знаю, хорошо это или плохо. Думаю, нормально. Короче, друзья, получается, движок на холостом 30 килограмм тяги дает. А максимальный режим доходит до 40. Но там и давление топлива до 40 доходило. Даже пошло на второй круг, возможно, и до 50. Но оно не успело раскрутиться, чтобы разлететься все в тартарарык. Я просто офигел, когда увидел красное вот здесь вот раскаленный сопловой аппарат снаружи. Для меня это было шоком, я сразу рубанул рубильник. Надо с этим что-то делать, надо разобраться с давлением, чтобы можно было плавно подавать. И при этом компрессор дует 2 бара. Это тоже дофига. Он уже от 1 бара должен спокойно работать. Хотя даже все мои движки 0,25 бар имели малый ход, режим малого газа. Ну вот здесь у меня режим малого газа в 10 раз больше. Крутой, конечно, мотор, все вроде работает, вроде бы вибрации особо не увеличились, ну, по крайней мере, мне так кажется. Надо двигаться дальше. С соплом тяга будет гораздо больше, это 100%. У меня с этим видео все. Ну а вы, если хотите и дальше видеть такие видео на канале, обязательно поддержите видео просмотром, лайком и комментом. Желательно не одним. Все, всем пока, до новых встреч.